Привет! Международный олимпийский комитет повторяет ошибки прошлого века. Кровавые российские бриллианты начнут искать, а Германия пересматривает свою политику по отношению к России. Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм 2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Команды, как ожидается, не будут участвовать. МОК пишет, что на 8 декабря 2023 года только 11 нейтральных спортсменов, 8 с российским паспортом и 3 с белорусским, выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде 2024. Напомню, что в 2021 году Россия получила 71 медаль на Олимпиаде в Токио, 45 из них добыли в борьбе спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба Российской армии. Это российский спортивный клуб, входящий в Министерство обороны России как автономное учреждение. Фактически немало российских олимпийцев параллельно являются российскими военными. Это на минуточку, как если бы действующим военным вермахта уже после начала агрессии нацистской Германии вручали олимпийские медали. В свою очередь, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций лорд Себастьян Коу заявил, что глобальный руководящий орган по легкой атлетике не изменит своей позиции по недопуску легкоатлетов из России и Беларуси на Олимпиаду 2024 в Париже. Призывы российских спортсменов к выполнению олимпийских принципов как минимум нелогичны, поскольку Россия грубо нарушала и продолжает нарушать те же олимпийские принципы. В последние десятилетия сами «принципиальные» в кавычках спортсмены из России неоднократно оказывались в центре допинговых скандалов. Либо мир стал настолько толерантным и цивилизованным, либо по домам членов Международного олимпийского комитета еще не прилетали российские ракеты. Но, несмотря на совершенные военные преступления, Беларусь и Россия все еще не изолированы, в частности, от такого важного международного события. Немецкие социал-демократы сожалеют, что не отмежевались от Путина раньше и недооценили его. Лидер социал-демократической партии Германии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что было ошибкой не дистанцироваться от путинской системы раньше. А глава этой фракции в Бундестаге Рольф Мюцених признал, что полностью недооценил имперское мышление Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки других стран Запада. Об этом он сказал на днях на конференции СДПГ. Олаф Шольц призвал к упорству и поддержке Украины со стороны Германии. В Германии немало пророссийских деятелей, с которыми Россия работала в течение десятилетий. Одним из таких является журналист Губерт Зайпель, который получил из России более 600 тысяч евро только за написание одной книги и является ярым поклонником Путина. Россия – прямая угроза европейской безопасности. В частности, об этом заявил и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер. «Однажды нам, может быть, придется вести оборонную войну», – сказал он. Подобные заявления и развороты не могут не радовать, но, как говорится, лучше позже. Продолжение поддержки Украины критически важно для сохранения мира внутри Европы и недопущения распространения экспансии диктатур на Запад. Разговоры о введении санкций против российской бриллиантовой отрасли ведутся еще с начала полномасштабного вторжения. Продажа алмазов занимает весомую долю российского экспорта, за счет этого существенно пополняет бюджет России, тем самым спонсируя вероятную агрессию. Впрочем, странам группы Большой Семерки удалось достичь консенсуса в этом вопросе и объявить о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства. За военный 2022 год на продаже алмазов и бриллиантов Россия обогатилась на 3 миллиарда 800 тысяч долларов. Бесспорно, продажа энергоносителей приносит в российский бюджет в разы больше средств. Но роль отрасли в войне против Украины не опосредованная, а прямая. Компания «Алроса», занимающаяся добычей и обработкой алмазов, шефствует над одним из кораблей Черноморского флота, у которого на вооружении находятся ракеты «Калибр». Именно этими ракетами Россия неоднократно обстреливала гражданское население
населения Украины, в частности, центр Винницы, энергетические объекты и зерновые терминалы. Примечательно, что на страны группы 7 – США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию – приходится 70% мирового спроса на алмазы. Также известно, что санкции против российских бриллиантов совместно с группой 7 обсуждала и Бельгия, на территории которой в Антверпене расположен один из крупнейших в мире центров торговли бриллиантами. Напомню, что в начале войны Бельгия была против введения санкций, мотивируя это потерями европейской экономики. Впрочем, хотя введение санкций против отрасли уже является большим прогрессом, не стоит забывать, что понятия «Россия» и «мухлёж» идут рядом. Эта страна научилась обходить ограничения благодаря пробелам в законодательстве и помощи третьих стран. Так, например, Россия продает бриллианты смешанного происхождения, частично натуральные, частично выращенные в лаборатории, или продает необработанные бриллианты в третьи страны, например, в Индию, откуда они продолжают путь дальше. Помешать продаже российских бриллиантов могут помочь специальные устройства, определяющие вероятное происхождение алмазов благодаря анализу микроэлементов или путем нанесения наномаркировки, которую невозможно убрать даже после огранки драгоценного камня. Как отмечало издание Financial Times, прототип такого оборудования может опробовать компания Space Code Technologies в ближайшее время. Начало положено, но залогом успеха введенных санкций будет дальнейший процесс отслеживания выполнения ограничений. После долгой паузы с наступлением холодов Россия возобновила массированные обстрелы Украины. Россия все еще пытается максимально вывести из строя украинскую энергетическую систему, учитывая, что во время прошлогодних атак энергетическая система Украины получила немалые повреждения. Новая волна массированных ракетных обстрелов может нанести еще больший ущерб. Попытки заморозить мирное население Украины в самый холодный период года продолжаются. Россия восстанавливает ракетные обстрелы, пользуясь самым холодным временем года, чем хочет оказать психологическое давление на мирное население. Усиливает штурмы на поле боя, подкрепляя распространением пропаганды среди стран Запада против оказания Украине военной поддержки. Без помощи Запада, достаточного количества вооружения, в частности для противовоздушной обороны, Украина окажется в сложном положении. Такая ситуация может привести к значительному увеличению потока беженцев в страны Европы, которые будут искать убежище от массированных обстрелов. Россия вернулась к довоенному уровню производства крылатых ракет. Русский ВПК работает в 3 смены, а планируемые расходы на оборону по оценкам специалистов составляют треть от всего бюджета. Введенные до сих пор санкции не стали преградой для России, и, как показывают события последних недель, международная изоляция дает слабину. Путин беспрепятственно посетил Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Лавров впервые с начала войны посетил страну-члена НАТО – Северную Македонию. Россия будет совершать преступления и жестокие атаки против мирного населения и в дальнейшем, о чем свидетельствует увеличение оборонного бюджета России и интенсификация производства оружия. Если не дать России значительно более мощный отпор, ее преступления будут повторяться снова и снова. Если события в Украине будут развиваться не в пользу Украины, то даже сложно себе представить, чем это может обернуться для всей Европы. Инфицированные телевизором новой эскалации будут только рады. Друзья, всех, кого интересует тема жилья в Европе, я приглашаю на свой 2-й канал. Там мы обозреваем классные и не только хатки. Ссылка будет в описании. Я вас жду.